Я записываю видео. Ну, покажись. Покажись, какая ты косматая. Вот она, косматка. Все, выходи. Заходи. Сиди тихо. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас всех на своем творческом швейном канале. И сегодняшнее видео скорее будет, наверное, как влог, нежели как, как пособие по шитью. Извиняюсь, что без макияжа, без наряда, потому что уже не до этого. Сегодня 17 августа, представляете? А я только приступаю к пошиву школьной формы для дочки. Здесь у меня сарафан ее. Начнем мы пошив с него, школьный сарафан, пока он в таком виде. Кстати, я даже не знаю, как будет у меня идти видео. Обычно у меня там какое-то приветствие, пошив и в конце результат. Здесь я до этого снимала кучу всего. И не знаю, как теперь это все воедино собрать. Сарафан, кстати, я раскроила ранее. У меня не было света. И я раскроила там не только сарафан, но и блузку, которую нужно шить. Еще раскроила мужу рубашку, которую я вряд ли уже сошью за это лето, потому что у меня совсем нет времени. В общем, я еще купила на днях 2 ткани. Это темно-синий трикотаж. Они сейчас постираны. В соседней комнате сохнут, потому что у нас на улице опять дубак, холод. На днях было позавчера плюс 12 градусов всего, поэтому мы опять затащили сушилки с бельем домой, и я сушу ткань. Там еще куплена ткань, такая серой дочери на брюки, которых она тоже должна пойти на 1 сентября. Вот я такая мама. Я только закончила с пошивами, у меня вот там вот лежат заказы, какие-то ремонт одежды тоже школьникам. Я шила еще костюм своей племянницы на 1 сентября. Я его либо здесь покажу после, либо уже показала до этого в этом видео. В общем, оценивайте, смотрите. Работы полно. Так вот, на чем я остановилась, господи, совсем уже. Погода испортилась, плюс 12. Дочери я купила ткань серая, где-то 50% шерсть, но ей понравилось, но мне не очень. Серый какой-то не мой оттенок, в общем. Так, что еще? Шила еще ей блузку из вискозного штапеля. Возможно, видео, где буду шить брюки, покажу вам, как смотрятся они с этой блузкой. В общем, вот такие дела. Дел полно. Целыми днями сижу за швейной машинкой. Вчера устроила себе, можно сказать, выходной. Поработала только до 4 часов дня. Потом решила, надо какие-то дела поделать дома. В общем, огород совсем у меня нет времени выйти. И вот такие дела, короче, поныла вам тут. Ну ладно, все это забудем и приступаем к пошиву. Шить будем по журналу Бурда. Это октябрь месяц за 22 год. Кстати, по-моему, из этого журнала я еще брала... Что я еще брала здесь? Детская, мне кажется. Я уже шила что-то из этого журнала. Не помню точно, но точно помню, что что-то шила. В общем, шить мы будем по этому журналу. Единственное, что я не буду делать на сарафанчике, это делать такое жабо. Сейчас, возможно, найду технический рисунок. Я уже почитала инструкцию. Так, вот у нас этот сарафан, модель 132. Так, не знаю, видно вам, не видно, как всегда. У меня нет технических рисунков, они у меня только в инструкции. Так, что я уже сделала? Ну, выкроила, естественно, и я отметила припуски, потому что здесь самое главное, на передней детальке нужно вшить вот такой клин. Видите, его здесь не хватает. Я сначала думала по рисунку, что там карман. Ну нет, здесь такой бачок у нас будет. Кстати, можно сделать праздничным, если кто-то хочет вставить туда какой-то кант или рулик. То есть это будет красивый отрезной бачок. И чтобы аккуратно его вшить, я вот так отметила припуски, чтобы иголочкой совместить вот этот уголочек, который должен потом надсекаться. Я деталь не ометываю. Припуски нужно будет обметать вместе. Что мы с вами сделаем на моем новом оверлоке? Сейчас немножечко вам поверну. Вот он, мой красавчик, господи. Что я на нем шила? Я шила дочке блузку, я уже шила мужу шорты. В общем, я кайфую, это кайф. Вот теперь думаю, что делать с моим промышленным оверлоком. Может быть, его продать? Дочь мне сказала, подожди. Я немножечко жду. Жду сколько уже, 2 недели. В общем, не знаю. Естественно, продам. Если буду продавать дешевле. Я его покупала где-то за 45 тысяч. Ну, может быть, тысяч за 30 выставлю, так как работала на нем совсем чуть-чуть. Ну, ладно. Пока еще ничего не продаю, это еще только просто какие-то там мысли вслух. Так, сейчас мы приступаем к пошиву. Сейчас я переверну камеру на стол и будем с вами совмещать бачка на сарафане. Или, да, бачка. Да, ну вы поняли, короче. Приступаем. Надеюсь, что 3 дня. 3 дня вместе со съемкой мы его с вами сошьем. Да, все, ставим себе цель, посмотрим, когда мы его закончим. Но закончить нам его нужно в ближайшее время. Так, все, включаем.
А прежде чем мы с вами приступим к шитью, я хочу с вами поделиться новой покупкой. Это мой подарок на день рождения, который у меня был совсем недавно. И вот, наконец-то, я решилась, вернее, муж меня уговорил, долго я мечтала о нем, я приобрела, вернее, мы вместе, ну, скорее всего, он мне подарил вот эту прекрасную, чудесную машину. Вы посмотрите, какой он классный. Давайте его попробуем включить. Очень яркая подсветка. Здесь приставной стол, пылесборник, вот этот мусоросборник, коленоподъемник, посмотрите. Есть очень чувствительная педалька. В общем, вот такой у меня красавец. И здесь что у нас идет? Коробочка, там иголки какие-то, дополнительные пластины, ножи, на катушке, катушка-держатели и сеточки для шелка. Вот они. Также здесь идет чехол. Он обычно такой клеенчатый, а на машине у меня чехол такой мягкий. Ну вы посмотрите, насколько больше моей Бернины. И еще я хочу сейчас поставить рядом с промышленным оверлоком, чтобы вы посмотрели, какая у них разница. Промышленный оверлок не маленький, но это просто машина огромная. Ну и, конечно же, здесь идет инструкция. Я только его распаковала. Купили мы его 4 дня назад. И давайте посмотрим, какие он делает строчки. Почему распаковала сегодня? Потому что было некогда. Купила я его в соседнем, не в соседнем, а в городе, не там, где я живу. Мы отдыхали опять, ездили в отпуск и приобрели его там. Вот, посмотрите, какие строчки здесь. Всякие красивые, разные. Такая здесь инструкция. Длина стежка, ширина стежка до 9 миллиметров. Представляете, до 9. Это что-то немыслимое. В общем, я в восторге. Так, это какие-то документы. Я в восторге. Ну, давайте сейчас поставлю его рядом с промышленным оверлоком и, конечно же, попробуем на нем что-нибудь пошить. Я еще даже нитки не заправляла, как видите. Итак, друзья, два моих помощника рядом, и вы посмотрите, какая разница. Я, конечно, не ожидала, что он такой будет огромный. Так, это мой промышленный, а это мой теперь бытовой. Конечно, в шитье на дому, шитье дома, в шитье для своей семьи очень не хватает бытового оверлока. В общем, вот такая у меня чудо-техника. Сейчас пойду пробовать. Привяжу нитки. Начну с самых дешевых. Посмотрю. Мне нужно сделать ролевый шов. Как раз сейчас заправлю самые дешевые нитки и попробую пошить. Начала протягивать нитки, протянула уже нитки обычные, дешевые, дуртак. Итак, посмотрите, что я уже увидела. Очень легко снимается лапка. Вот здесь вот есть черный такой рычажок. Он нажимается, лапка слетает. Дальше все приспособления нужные, включая пинцет, находятся здесь. Вот в этой крышке машины. И также я посмотрела по инструкции, есть нитевдеватель для, по-моему, левой иглы. Ну, в общем, еще не разбиралась. Вот так вот он выглядит. Какая-то даже подушечка для иголок. Я еще даже и не видела. Где она находится у нас? Эта подушечка. Так, где? Не знаю, в общем. Надо будет сейчас разбираться. Такая штучка. И вот так она работает. Решила прострочить свой проутюжильник. Вот эта строчка у меня прострочена промышленным оверлоком, а вот это я прострочила на Бернине. Вот как есть заводские настройки, так и прострочила. Вот такая немножечко разница, конечно, в строчках, но строчка уже довольно заметно шире. Так, что здесь у меня? Да, здесь у меня, собственно, много чего интересного. Оказывается, можно менять даже лапки, и будут разные строчки. Очень интересно. Сейчас вам покажу. Где тут у нас... Есть даже лапки для присборивания. Посмотрите, каких только нету, чего только нету в нем. Так все интересно. Буду теперь разбираться. В общем, машина, зверь. Когда я пришла в магазин и спросила, что можете сказать об этой машине, настройщик машин сказал, это просто самолет. Больше сказать нечего. Разложила детали передние сарафанчика. Так, как уже сказала вам ранее, начертила припуски, которые нужно соединить таким образом. Вот здесь вот в уголочек вводим иголочку, надеюсь, вам видно, и вводим вот в этот уголочек, совмещая их. Вот таким образом. Так, по инструкции написано, что строчку нужно проложить сверху, вот до этого уголка. Но это будет делать неудобно, поэтому я его сейчас при вас рассеку. Так, возьму ножницы другие. Это будет делать проще, если мы вот здесь с вами уголочек насекем. Так, не доходим. Пока, значит, миллиметра 3. Так, смотрим, как у нас ложится. А ложится у нас уже намного лучше. То есть мы вот так вот можем уже совместить припуски. Отлично.
То есть мы здесь оставляем. У нас здесь булавочка заколота. Так, что я тут не так заколола. Понятно. Еще разок. Так, очень удобно это на камеру делать, как обычно. Так. Почему это видео будет в формате, скорее всего, влога, а не учебного пошива? Если можно так сказать. Если честно, я никого не учу, просто делюсь. Потому что, девочки, все просто нету времени. Нужно дошивать. Ну, а поделиться, конечно же, хочется. Вот, видите? Надеюсь, вы видите? Так, я свет сюда принесла. Потому что нигера не видно, на улице пасмурно. То есть я совместила уголочки. И теперь можно смело вот так вот булавочками закалывать. Аккуратненько. Лучше, конечно, это дело сметать, потому что такое место... Так, здесь у меня отсечка сверху, видите, начерчена. И мы должны ее тоже вот сюда вот куда-то мы должны ее прикалывать. В общем, не буду я туда прикалывать, буду закалывать, как шла, снизу вверх. Так, вот такие дела. Хочется, многое хочется, но ничего, как всегда, не успевается. И иногда вообще все бесит, если честно. Лето пролетело, скоро школа. Ой, опять эта школа, господи, когда она закончится. Я уже даже не помню, сколько лет мы уже ходим в школу. Так, понятно. Так, раскладываем. И сейчас я хочу вам показать, что у нас получится с вами. Здесь видно все. Так, все. Я, конечно же, это дело сметаю сейчас. Вот таким образом. Так, стоять штатив. Закалываю вот этот бачок. После того, как я бачок вот здесь вот заколола, я сейчас сметаю, сделаю с двух сторон. Это проложу строчку вот до этого уголочка. А далее нужно будет вот это дело вот так развернуть и проложить строчку вот по этому короткому бачку. Далее мы обметываем с вами вот этот бачок. Сначала с одной стороны, потом с другой. И заутюживаем вот этот боковой, значит, в сторону середины, а вот этот вот отрезной в сторону низа. Да? Так вот понятно будет. Этот сюда заутюживаем, этот сюда. Далее нам нужно будет с вами делать боковые карманы в швах. Но по инструкции написано, что молнию. Для этого мы обметаем с вами средние срезы на спинке. Мы обметаем, да. Приготовимся к молнии. Я нашла у себя вот такую потайную молнию. Немножечко светловато. И мне кажется, что уже где-то вшивалась, что ли, как будто здесь есть строчка. Я, кстати, предложила черную, и мне черные больше. Вообще к такому синему трудно подобрать нитки. Я сейчас шью черными, буду шить черными нитками. И сейчас вам покажу, как смотрится черная молния. Возможно, вы мне скажете, что она подойдет лучше. Так, это все мои молнии. Так, вот это вроде черная. Посмотрите, как смотрится черная. Возможно, даже получше, чем синяя. Ну, камера, конечно, делает вот эту вот молнию более светлой. Она так потемнее, я бы сказала. Так, она у меня очень длинная. Здесь, кстати, смотрите, стоит метка. Молния всего лишь вот отрезочка. Вот. Камеру не видно. Но я буду делать ее подлиннее. Подлиннее. Зачем такой отрезок? Я не понимаю. Можно здесь сделать просто разрез и пуговку тогда. Зачем вот это вот? Не туда и не сюда. Так, ладно. Вметываю бачка и прокладываю строчки вот до этого вот до этой меточки. Потом укладываю и прокладываю. Здесь тоже снизу строчки. Ну и встретимся с вами уже на следующем этапе. Так, приступаем к пошиву. Прокладыванию первой строчки. Шить буду на бытовой своей любимой беренине. Так, и как вы можете заметить, девочки, я не стала сметывать. Я просто заколола булавочками. Вот, собственно, вот так вот и заколола. Думаю, пошла на всю баню. Так, закрепочку. Иголка у меня стоит, кстати, на 70. Я не помню, что я шила. Но менять не стала. Думаю, все равно уже иголочка такая, можно сказать, не первой свежести. Так. Прокладываем строчечку. У меня стоит длина стежка 3. Не хочу шить тонкой иголкой по булавкам. Если бы иголка у меня, конечно, была потолще, там 80-90, я бы фигачила по булавкам. Но игла тонкая. Ткань, кстати, шьется, по-моему, отлично. Да. Хорошая строчка. Пользуюсь коленоподъемником, как вы можете заметить. Это очень удобно. И просто прокладываю строчку. Аккуратненько, медленно. Здесь, можно сказать, такие самые ответственные места, самые красивые, самые видные. Я их ничем не отделываю, никакими бейками, роликами, чтобы сарафан был более такой повседневный. Так, что-то я много булавок напитала, приходится их теперь постоянно вытаскивать. Так, здесь аккуратно подходим к уголочку. И стараемся более аккуратно. Так, там уже почти все. Так, нужно вытащить вот эту булавку. Так, где-то тут, иди сюда. Оба. Так, и вот здесь вот прям аккуратненько. Здесь я булавку не вытаскиваю. Надо посмотреть, дошла ли я до точки уголка. И ставлю закрепочку. Так, по голове. Все. Все, прошили. Прострочили. Нифига не вижу с этим светом. Но сейчас выключу камеру и включу более яркий свет. Я вам могу показать, какой у меня тут яркий свет. Но я с ним не снимаю, потому что будет вот так. Вот так вот будет. Хотя нет. Но вообще он... Камера от него моргает. Ну, он очень яркий, прям прожектор.
С ним, конечно, все видно. Так, что здесь я немножечко, девочки, прошила ниже строчки, поэтому мы эту нитку убираем. Так. И что мы делаем дальше? А дальше мы разворачиваем наш бачок вот таким образом. И нужно будет тоже проложить строчку до уголочка, чтобы красиво уголочек совместился. Здесь, кстати, нужно высечь. Вот здесь нужно высечь, чтобы на маленьком бачке, чтобы здесь у нас красиво ложился уголок. Потому что здесь мешается вот этот вот. Хотя, если вот так отворачиваешь, не мешается. Нет, не будем высекать. Нет, не будем. Потому что припуски заутюжим вниз. И здесь должен получиться вот такой вот красивый квадрат. Ткань, конечно, темная. Вам, наверное, ни дыры не видно. Ну, что поделаешь. Школьная форма, она у нас такая. Здесь вот так вот красиво получилась строчка. Так, здесь надо нитку, которая вылезла с изнанки, будет удалить. Приятная ткань. Так, ну что, прокладываем вторую строчку. Здесь мы строчку будем прокладывать вот от этой точки. Сразу снизу. Пойдем аккуратненько. Все нужно разровнять. Найти эту точку. Так, убрать вот эти иголки. Эту тоже убрать. Все, настроить. Наладить. И вперед. С песней. Так, что я тут не шью затеяла? Так, закрепочка. И погнали. Итак, девочки, я все прострочила. У меня один уголочек, прям, мне кажется, лег идеально. Это еще не утюжено. А вот второй, как-то у меня вот тут в углу, как будто бы как немножечко сборкой. Что я думаю? Кстати, когда я втачивала, мне пришлось еще надсечь, чтобы уголки втачались. Они, видите, они немножечко с уклоном. То есть этот угол не 90 градусов, а немножечко с каким-то уклоном. И втачать их было, я скажу вам, непросто. И что я думаю? Я сейчас отутюжу припуски, как вам уже говорила, обметаю и думаю, чтобы закрепить, вот здесь можно положить отделочные строчки, чтобы эти уголки закрепились. Вот этот уголочек мне не очень нравится, как будто он не очень острый, а как немножечко закругленный, в отличие от этого. В общем, было непросто. Все кажется всегда красиво, идеально, но на самом деле, когда делаешь такие строчки, прям очень сильно переживаешь. Да, это забирает какую-то энергию у тебя. Так, ну вот, сейчас пойду отутюжу сначала, потом обметаю, а потом, скорее всего, проложу строчки, мне так будет спокойнее. Все-таки форма для школы, и надо это все дело закрепить. Да, еще осталось это, проложить ровно строчки. Ну, я думаю, что все получится. Еще плохо шить, потому что ткань темная. Ну ладно, все, идем с вами на утюг. Пришла я на утюг, а тут уже занято. Так, кошка, давай, иди с Богом, иди. Так, все, раскладываем. Сейчас сначала липким валиком, вчера только поменяла чехол на доску постиранный, а тут уже, вот видите, укладывается. Так, включаем отпариватель и будем отутюживать. Так вот смотрится прям хорошо, мне кажется. Прям отличненько. Сейчас еще все приутюжу, и будет вообще супер. Так, а вот второй уголочек. Мне кажется, здесь немножечко как будто бы закругленно получилось, в отличие от этого. Так, сейчас посмотрим. Сейчас будем исправлять утюгом. Так, девочки, я уже переползла на другую машину, на свой новый верлачок. Господи. Больше мне нечего сказать. Он прекрасен. Он просто прекрасен. Он чудесный. Так, у него тоже есть, смотрите, коленоподъемник. Так, и сейчас мы будем обметывать средний шов. Я, если честно, еще даже не пробовала многие строчки, в том числе и ролевый шов. Я никак не пойму, тут надо какой-то петлитель уводить, чтобы эта строчка была идеальна. Но вообще обметывает он просто божественно. Просто божественно. Тут разные всякие штуки есть. Есть какой-то МТС какой-то, я не знаю. Но смысл этого МТС, что он вот не нож подвигает, а вот этот вот один из петлителей, вы его просто вот так вот двигаете рычажком, и ваша строчка как бы вытягивает петли. То есть здесь есть и позиционирование иглы, и коленоподъемник. В общем, супер. Посмотрите, какая строчка идеальная. Просто идеальная. Конечно, вам, наверное, нифига не видно. Причем я шью самыми дешманскими нитками, просто ужасными нитками. Это Бестекс. У меня ничего не нашлось лучше. Вообще, я шью дуртаком, либо бутурманом. Но бутурмана у меня, если честно, немного. Катушек. В основном это дуртак. Вот. И у меня были новые нитки, они были запечатаны Бестекс, пришлось поставить их, потому что у меня есть еще очень дешманские бобины, мне кажется, вообще какие-то доисторические. Так, где лицо, где изнанка. Так что вот, шьет ими тоже неплохо. Иглы я не меняла, ничего не меняла.
Здесь, конечно же, убираются ножи, что очень удобно. И очень простая заправка ниток. То есть нитки я просто вот так вот раз и заправила. В отличие от промышленного. Но это просто беда. Там невозможно иглы эти сменить. У меня каждый раз, я никак не могу, я не понимаю людей, которые кричат: промышленные машины. Нет, девочки, я шью уже лет, лет 40. Я шью уже лет 40, обалдеть. На каком только Г я не шила. И, кстати, когда мне было 18 лет, мне подарили мама машинку, тогда появились вот такие бытовые белые машинки, не подольские. Это была Husqvarna. В общем, я на работе шила я работала в ателье, я шила там на промышленной машине, и у меня не было желания притащить домой там промышленную машину и шить. Мне нравилась бытовая. Такие сейчас есть крутые бытовые машинки, просто супер. И с промышленной, конечно, не сравнишь. Может, вы меня посчитаете ТР? Это ваше мнение, оно тоже имеет место быть. Но все-таки, на мой взгляд, промышленная машина – это бездушное создание. Ну, бездушное создание. Ну, ничего в ней такого нет особенного. Ну, тяжелая, мощная, да. И она у меня, кстати, есть. Я на ней работаю. Так, вот я построчила, здесь обметала низ. Что я сейчас хочу сделать? Я сейчас хочу вот тут завязать узелок, хотя можно и не завязывать, и проложить строчку уже по бочку, по длинному. То есть вот по рельефному шву. Я посмеялась. Потому что вы никогда не видели у меня такие разговорные ни о чем блоги. Когда я работаю, обычно я то все, пришили сюда, сделали так, все, да. А тут я какую-то фургу несу, сама убираюсь. Ну, я решила попробовать такой формат. Может быть, он кому-то подойдет, может быть, нет. Так, посмотрим. И потом я буду делать боковой карман. Хочу вам признаться, это единственный карман, который я не могу делать. Мой мозг не может запомнить последовательность. Я примерно знаю, но каждый раз, прежде чем его делать, я лезу в YouTube, смотрю мастер-класс. Потому что я не помню, как его делать. Я могу сделать любой карман и с клапаном, и прорезной, и в листочку, и в рамку, но только не боковой карман. Я все время как-то делаю его задом наперед или шиворот на выворот. Мне нравится. Господи, как прекрасно. Посмотрите, а тут уже здесь бачка. Немножечко заласина, да. Ну, это темная ткань. Когда ее держишь на свету, у меня 33 прожектора. В общем, конечно же, видно ласы. Но потом мы все отпарим, и будет все супер. Красиво. Какая молодец, господи. Так, все, ладно, хватит трындеть. Завязываю узелки, прокладываю еще строчку и буду делать отделочную строчку. Надеюсь, она получится. Так, пока мой ярлычок, еще увидимся. Я сижу, обложилась светом. Вот. Тут у меня еще прожектор. И думаете, что я делаю? Я распариваю отделочную строчку, которую я проложила. Несмотря на то, что у меня столько света, я, девочки, нифига не вижу. Вот видите, распарываю ее через лупу, потому что ткань темная. Строчку я, естественно, хотела проложить в 1 миллиметре от края. Ну, в общем, 2 раза съехала и распарываю сижу. Так, теперь мне есть чем заняться, да? Сейчас я ее распарю и не буду я ничего прокладывать. Мне кажется, и так все красиво получилось. Я вот тут оверложила, мне надо поутюжить еще. В общем, отлично. Все оставим без отделочных строчек. Хотя с ней тоже неплохо. Но я не знаю, как шить, честно. Я вообще ничего не вижу. На улице очень пасмурно. Так, главное не испортить. Так, вот. Такое тоже бывает. Так что не всегда все хорошо получается, отлично, и такое бывает. Ну, лучше распороть. Хотя можно было бы здесь немножечко напороть, связать узелок и продолжить. Возможно, дождусь более солнечный день и проложу строчку, например, 1 сентября. Да. Вот так всегда бывает. Вот дотянешь до последнего, и потом начинаются косяки. Что-то не получается постоянно. Ну ладно, не будем унывать. Сейчас распорю быстро, заутюжу, сделаю вид, что ничего этого не было. Мне все это приснилось. А мысли думают, может, куда-нибудь съездить, погулять. Хотя погода не очень. Интересно, сколько градусов? Я думаю, что градусов 20 есть сегодня. Я, если честно, не выходила на улицу. Время уже, наверное, часов 11, а я еще там и не была ни разу. Надо будет выйти. Дождик, опять дождик. Что за лето? В это лето. Пока распарывала отделочную строчку, подумала, а почему, девочки, я должна прокладывать строчку на расстоянии 1 миллиметр? Зачем? Я сейчас поставлю позиционирование иглы и пройду просто по краю лаки где-то на расстоянии 0,5. Здесь я вот сделала в уголочке вот такую меловую строчку, чтобы ориентироваться, чин-чин, где у меня будет ровный уголок. И я сейчас быстренько и аккуратненько это сделаю. И, кстати, плюсы. У меня здесь вот этот вот припуск притачается. Если на расстоянии 1 мм, то строчка была бы вот здесь. А сейчас она будет у меня вот тут. По-моему, гениально.
Так, за кадром работает пылесос. Господи, какое счастье, когда ты спокойно работаешь, а у тебя там тоже работают дети. Так, что дальше? После того, как я проложу эту отделочную строчку, я хотела втачивать молнию, но вспомнила, что у меня нет обтачек, и мне нужно будет раскроить обтачки. Но прежде, девочки, я хочу изменить вырез. Я хочу вот такой вырез на сарафане. Да, я не хочу круглый под шейку. Так, минутка пылесоса, не обращай внимания, потому что у меня там будет блузка с бантом, и мне нужно на ребенка примерить, до какого расстояния сделать вот эту прорезь. Мгм. Да, и будет, по-моему, очень даже сочетаться вот эти вот остренькие бочка и остренький вырез на горловине. Так что у меня работа пошла, я, так сказать, втянулась, я сильна. Стоит только начать, и меня не остановишь. Так, сейчас прокладываю отделочные строчки, надеюсь, не буду больше распарывать. И мы с вами померяем вырез, вырежем и будем делать обтачки. А дальше уже, надеюсь, пойдет все как по маслу, останется там ерунда. Ерунда. Мне нужен мел, у меня упал тут какая-то. Так, иди сюда, дочь. Дочь, иди сюда. Сюда, дочь. Оторвись, пожалуйста. Алло, убери, пожалуйста, мне надо примерку сделать. Я тебя снимаю на камеру. Давай, положи телефон. А давай, Дуван. Ну мы что, мерить будем, ты будешь телефоном? Мне нужно посмотреть горлышко. Для этого встань, А ты пожалуйста. что сразу не могла сказать, что у тебя камера? Ой, господи, какая ты красивая. Пятый элемент. Подними голову, мне нужно вырез посмотреть. Вот сейчас очень. Да мама! Давай, нормально встань. Вот видишь, сейчас очень туго. Очень. Вот покажи в камеру, как сейчас. Вот так вот, да? Вот так. Угу. Ты решила причесаться? Люди увидят, какие. Так, ты на меня смотришь. Ты на меня смотришь. Так, я меряю. Докуда вырез? Я думаю, что до сюда, если здесь бант будет, будет нормально. Ну-ка, подними вот так вот, если могу сделать. По-моему, неплохо. Но, если честно, это сарафан можно еще заглубить. Ну, вот на сантиметр он ушьется. Да? Хотя сарафан можно побольше сделать. Да, наверное, все-таки надо сделать побольше. Вот так. И заглубить. Да? Бант все-таки. Так, в общем, Ты с кем делаю вот до разговариваешь? сюда. Ты с кем разговариваешь? Я? Да. Ну, покажи, какой ты красивый. Ой, вкусно. Все, иди, иди. Ну, телефон Бусечка. отдай мой. Это мой. Конечно. Нет. Господи, почему у меня сарафан без шерсти? Я к тебе приложила. Что кошка таскал на себе. Так, нужно сейчас подкроить, вырезать этот вырез и продолжим. Отметила, поставила метку, так сказать. Вот она у меня. И сейчас просто до этой метки вот так вот очерчу и вырежу. Ну, вот, собственно, и вырез на сарафане. Ну, как раз у меня здесь будет. И плюс припуск будет нормально. Такой глубокий вырез, глубокий. Но это же сарафан. Да, правильно? Так, ну все, вырезаю. Все, я здесь сколола, на отсечке совместила, чтобы вырез у меня был ровненький. И просто прорезаю. Хорошо, я вспомнила про этот вырез. Сделала не то, что хотела. Так, ну вот, собственно, раскалывать детальки передние не буду, потому что мне нужно, что мне нужно правильно, мне нужно сделать обтачки. Сейчас вот это все подрежем. Некрасиво, ужас, ужас. Так, тут нужно сколоть. И немножечко вот так вот тяпнуть. Как-то здесь некрасиво, в общем. Вот так вот подрежем. Так, ну, собственно, также сделаем насечки. Ой, насечки, обтачки на спинке. Кстати, как я буду кроить обтачку? Она у меня будет цельнокроенная, вместе она у меня будет с проймой. То есть я ее вот так вот раз, раз, и вот так вот здесь закруглю. Вот такая у меня будет обтачка. Ничего, что я на лице нарисовала. Так, в общем, совмещаю и складываю. Так, а потом уже займусь молнией. Да, дело движется. Дело движется. Медленно, конечно, но движется. Вообще шитье меня успокаивает. Это было не всегда. Было время, что я его терпеть не могла, мне кажется. Особенно ремонт одежды. Но сейчас я просто кайфую от ремонта одежды. Мне кажется, что я приношу пользу людям. Да, я занимаюсь ремонтом одежды на дому. Вот, мне нравится это дело. Наверное, уже старость не за горами. Ну и вот шью для себя, своей семьи. Немножечко, немножечко. Потому что на все времени не хватает. Так, ну ладно, пойду за тканью, за основной. Собственно, чего ходить, она у меня вот лежит. Лежит она у меня. Здесь надо как-то выкроить аккуратненько вот из этого кусочка. Потому что у меня здесь лоскуток. Я еще хочу юбочку выкроить. Так, сейчас разложим. Выкрою с запасом, проклею обтачкой. И уже потом осноровлю. Правильно. Потому что когда приклеиваешь, всегда у нас, то у меня долевая, всегда у нас идет какая-то неровность. Либо ткань сядет, либо еще что-то. Так, вот здесь вот делаю по сантиметру лишнее. Так, ну все хорошо выходит. Тут можно вот так положить. Здесь нет направления рисунка. Да, вот так вот я сейчас это дело и выкрою. Так, сколько у меня здесь будет? Чуть-чуть подвинуть. Сейчас я введу мелок. Где у меня нет, господи.
Сейчас я введу примерно, как оно будет. И уже под краю прибавлю сантиметр с каждой стороны. Может быть 1,2, может быть даже и 1,5. Посмотрим. Так, здесь у меня центр. Здесь должно быть все четко. Четко должно быть. Четенько, как говорит моя старшая дочь. Четенько. Так, вводим. Вот здесь у меня, смотрите, надо переделать. Слишком близко. Так, это сейчас протру. Так. Все делаем. Немножко отступим. Дадим на усадку. Здесь вот почетче сейчас обведем. Так. Видите, она такая ткань. Подвижненькая, такая приятная. Кайфую я, короче. Урвала кусок итальянской ткани по дешевке. Теперь кайфую. Так, ну что, и вот так вот прямо мы сейчас на глаз это все дело так сделаем. Ну и выкроем чуть больше. Чуть больше. Так, здесь мы вот так сделаем примерно. Вообще модель сарафана идет у нас на подкладке. Ну, я решила схалявить и сшить без подкладки. Так, здесь мы сделаем плавный поворот, чтобы нам было удобнее проходить эти места на верлаке. Но это все, конечно же, черновое. Мы просто вырежем чуть больше. Вот так вот примерно. Вырежем и проклеим, а там уже все осмировим. Здесь можно вот так вот. Блин, что я сделала? Ну да пофиг. Я сделала вот вперед с ночной, сшивной, понимаете, да? Надо было сгиб, ну ладно. А у меня там будет строчка. А с другой стороны я такой острый угол не обметаю. В общем, нормально все, зря я тут. Зря расстроилась. Все хорошо, все прекрасно. Вот так вот мы сейчас. Опа. Что, господи. Дайте маме поработать. Так, одна аптечка готова. Приступаем ко второй. Надеюсь, вообще вы видели, что я там делаю? Что? Итак, подбираем, клеиваем. Так, она однозначно будет черная. Так, что у меня есть? У меня есть вот такой трикотаж. Прям очень хорошая клеевая. Недавно докупила, когда покупала белую и черную. Мне нужно было продублировать твид на детский костюм. Так, есть у меня еще вот такая клеевая. Она тоже трикотажная, но такая плотненькая. И есть прям очень плотная. Вот такая. Так, какой мы будем пользоваться? Я вот склоняюсь к вот этой. К плотной, но не очень. Это прям вообще как картоновая. Я думаю, что вот это, наверное, нам с вами подойдет. Такая она прозрачная, но в то же время очень плотная. Потому что это тоже имеет место быть. Такая, у меня еще есть тут кусок похожий, немножечко плотнее. Но все-таки она для более трикотажных. Давайте попробуем вот эту. А что? Что нам стоит дома построить? У меня тут ее дофига просто. Дофигища. Никак ее не используется. Она у меня не используется, поэтому будем клеить ее. Так, покупала ее на Валбересе. Я хотела тогда вот такую трикотажную, чтобы тянулся. Мне прислали вот эту вот. Просто голимая синтетика. Коротко о нашей погодке. Влажно, но на улице тепло. Я вот вышла в футболке, и мне не холодно. Немножечко покажу наш участок. Там я пытаюсь постелить ткань, но дожди. Пока она наживлена, нужно будет там все закрыть, и я хочу там посадить хвойники. Здесь у меня питоньки. Ну, а вышла я, собственно, в огород, потому что ребенок запросил есть. Вон он, кстати. И я решила нарвать ему груши. Так, дочь, где мне тут пройти-то? Листики уже желтые. Груша, да, вот она. Сейчас будем завтракать. Груша. Так, давай миску свою. Да. Давай, вон сколько груш нападало. Какая-то на ней морча завелась. Не знаю, что это. Мама, это что? На. По-моему, вот эту штуку. Штуку? А что там? Ну, немножко гниловато, дочь. Ну, немножко гнильцы. Я все Здесь смотрю, вон мама. немножко Мама, я все гнильцы. смотрю. Давай сюда Мне неси. тогда вот эту, она самая Вот. хорошая. Вот Какая? эту. Она самая хорошая. Ну, без вот дырок. эти хорошие, посмотри. Тогда Сейчас и- ты у меня наешься. Надо вот эту ветку оборвать. Посмотрите, сколько тут висит. Вот эту оборвем. Сейчас я наеду. Как бы мне на голову ничего не упало. Итак, маленько туту. Еще груша пойдет. Хватит тебе? Ну да. Или еще? Ну да, еще одно место и все. Вот эту давай поднимем, смотри, какая она хорошая. Упала. Так, ну все, бежим домой. Я продолжу. У меня вот эта груша падает зелененькая. Я продолжу шить себе сарафан, ну а ты продолжишь А я вот это вот завтракать, все. есть груш. А я вот это вот все буду кушать. Хорошо, давай. Аптачки я выкроила. Проклеила сначала и выкроила. Ничего, так неплохо легла клеевая, не слишком плотная, и в то же время она такая подвижная. В общем, одной рукой неудобно показывать. А показать я хотела, кстати, не это, а то, что я уже перехожу к втачиванию молнии. Я отметила 1,5 сантиметра от края. Поставила прибавку здесь для молнии чуть больше. И вот моя метка, где у меня будет конец молнии. Буду вшивать по максимуму, чтобы не обрезать замочек. Так, что я сейчас сделаю? Я сейчас проложу строчку здесь на крупный стежок с ослабленной ниткой. Здесь поставлю закрепку и уже проложу нормальную строчку
который стачает мне вот эти вот две задние детали спинки. А эту строчку, после того, как я вметаю молнию, я распорю. Да. Покажу вам строчку. Так, вот я шла, оп, и клад нашла. В общем, здесь закрепка, и дальше у меня пошла строчка крупным стежком со ослабленной ниткой, для того, чтобы я ее потом, как молнию втачаю, удалила. Так, сейчас я все это разутюжу и буду вметывать молнию. Хочу с вами поделиться этим замороченным способом притачивания потайной молнии. Почему замороченный? Потому что много всяких разных телодвижений, но зато этот способ самый надежный. Итак, отмечаем вот здесь, после того, как шов разутюжили, метку, откуда у нас начинается строчка. Сверху тоже отметили, вот здесь вот 1 сантиметр я отметила, там вот видно у меня. Вот, откуда у меня притачается обтачка. И далее, смотрите, мы вот так накладываем, совмещая вот так вот линию, значит, молнии и линию строчки. Оп, наложили и закололи. Наложили, закололи. Далее можно будет эту строчку распороть, открыть молнию до конца и втачать каждую из сторон. Предварительно можно сметать, а можно и не сметывать. Тоже будет аккуратно и ровно, я вам скажу. В общем, вот так вот немножечко заморачиваемся в начале, но получаем в итоге идеальный здесь стык. Нет никаких пузырей. Все идеально притачается, все будет красиво, я обещаю. Молния на месте, и сейчас мы ее с вами застегнем. Сделать мы это сможем только один раз. Нет, не вообще один раз, а застегнуть вот этот кончик, который вот здесь вот сейчас пройдет, уже больше сюда никогда не вылезет. Да. Она не утюжена, я ее только втачивала лапкой на промышленной машине. Это сделала очень быстро, легко, при помощи лапки. И хочу вам также раскрыть секрет притачивания молнии, чтобы она была втачена одинаково. Вы ее втачиваете сверху, значит, и вторую сторону вы должны втачать тоже сверху. Но сейчас погнали, застегиваем вот этот кончик, который мы сможем застегнуть только один раз. Итак, оп, вот так молния выглядит с изнанки. И вот так молния выглядит с лица. По-моему, идеально. Еще не утюжена, как я вам сказала. Оп. Посмотрите, какая красота. Не знаю, видно вам или нет, но здесь нет никаких пузырей, никаких дырочек, ничего. Идеальный способ втачивания. Так как это видео посвящено пошиву школьной формы, я хочу вам показать еще одну готовую работу. Это костюм для первоклассницы из твида. Вот такой он получился. Костюм шит не для моей дочки, а для моей племянницы. Красивая внутри подкладочка. Милые кармашки, пришиты вручную. По краям кармашек поставлены закрепки. Костюмчик простой, он прямой. И единственное, у нас по спинке я сделала шов, немножечко его заузить. Рисунок я не подгоняла, так как мама заказала немного ткани, всего 1 метр твида, и нужно было уложиться. Также здесь у нас идет юбочка, немножечко расклешенная к низу. Сзади я для удобства ставила резинку. Вообще твид я дублировала тонким трикотажным дублерином, но пояс вот здесь внутри металла и не дублировала, чтобы резиночка у нас работала. Обработала пояс я обтачкой, которую выкроила подолевой. Кстати, вы видите вблизи, твид имеет рюлекс темно-синего цвета. И молнию я вставила в шов боковой. Обычную не стала вставлять ребенку потайную, так как она тугая и будет ребенку неудобно застегивать. Поясок у меня застегивается на потайную кнопочку. Вот она у меня здесь пришита. Юбка, как видите, на подкладку в свободном плавании. Я ее не пришивала к ткани. Я ее просто пустила. Она у меня там свободная, так сказать, чтобы не стягивала твид, не сковывала движений. Так, ну, костюм на подкладке, как я сказала. Все очень просто. Здесь у нас на спинке, конечно же, техническая складочка, чтобы ничего нигде не стягивало швы. Кстати, все швы внутри обметаны. Такой интересный костюмчик получился. Маме, племяннице, очень понравился. Вот такие металлические здесь пуговички. Они немного в бронзу. Телефон передает костюм ярко-синего цвета. Он более такой синий-черный, и пуговицы более в бронзу. Вот так снимает. Девочка похудее Глафирки. И костюмчик, конечно, смотрится маленьким, но он ей как раз. Так что мои девчонки пойдут в этом году нарядные. Но сначала нужно дошить Глафире ее праздничный комплект, сарафан и блузку. Хотела попозировать. Вот так закончилось мое шитье сарафана сегодня. Мы, короче, встали, собрались с девчонками и поехали пить кофе в город. Да, мы так можем поступить. Мы можем из деревни уехать в город, просто попить кофеечку. Идем в кафе-булочную, скорее всего. В общем, вот так. Почему у меня телефон, смотри, снимает то фиолетовым, то желтым? Ну, потому что такие перепады света. Да? У тебя не настроена камера. Что у меня? Что-то с камерой. Так, вот такие дела. Надеюсь, сегодня все равно приедем. Поработаем немножко. Хорошо, мы в тенечек на улице. Погода, как видите, разгулялась. Я, кстати, в рубашке, которую шила. Там где-то внизу есть видео по ее пошиву. Очень люблю ее. Постоянно на ней хожу. Она, кстати, хлопковая.
Вельвет на хлопковой основе. В общем, мы в городе. У меня пиджак Да, и пиджак у нее тоже моих рук дело. и кофта. Все, что шьем, все носим. Какую кофту? Кофта, Я не- которая А. зашила мама. Нет, я ее не сошила, дочь. Я ее связала. А. Покажи. покажи. Ещё. Вот, да. Это тоже моих рук дело. В общем, вот так носим все. Немножко покажу вам наши уютные обстановки. Наши вкусняшки. Взяли чайку с девчонками. Так, ты разделась? Будем сейчас пить чай и смотреть в окно. Говоришь, что только всего взять. У тебя вспышка работает. Вот у тебя и синий свет. Да? Откуда у меня вспышка? Вкусно вам? Точно, это не синабон. Ты мне дашь попробовать? Сейчас мы друг у дружки все булки перепробуем. Обычная плюшка спалит. Вкусно? Пей чай. Только он очень горячий, ручки. Не будешь? Не очень. Здравствуйте, товарищи. Вы куда пришли? Ну что, мы нагулялись, мы уже дома. На улице, как видите, еще не стемнело. Я сразу с новыми силами бросилась делать карманы. Итак, это у меня лицевая половинка. Так, я проклеила вход в карман. У меня тут много меток, потому что я определялась, какой же будет размер карманов. Наложила деталь мешковинки вот таким образом. Это изнаночная сторона, это лицевая, то есть лицо к лицу. Здесь у меня метка и здесь у меня метка. Мне нужно проложить строчки от метки до метки. Да, сейчас пойду и прям проложу на швейную машинку с двух сторон. Пока работаем только вот с этой мешковиной, которая у нас притачивается. Проложила я строчку, сделала от начала строчки надсечки. Вот видите? И обметала этот припуск, чтобы когда я кармашек вот так вот повернула внутрь, выверну, у меня там тоже не сыпалось, и припуски были обработаны. И я вот таким образом все припуски сметала в сторону мешковины кармана, для того, чтобы вот от начала до конца проложить строчку, закрепляющую вход в карман. Потом я, знаете, что сделаю после того, как я отстрочу? Я вот так аккуратно выверну. Так, сейчас попробую все припуски. Вот таким образом. Кармашек у меня завернется вовнутрь. Конечно, если бы у меня не было здесь вот такого декоративного бачка, можно было бы карман отстрочить. Но будет не очень смотреться, поэтому я сделала таким образом. И вот так мне нужно будет его отутюжить. Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Хочется сказать осеннее, но нет, оно еще у нас летнее. У меня сейчас 7:40 утра, и я уже в своей мастерской, даже еще не пила кофе, оно со мной. Будем сейчас с вами пить кофе и работать. И хочу показать вам, на чем я вчера остановилась. Так, иди сюда. Шьем мы с вами сарафан, напомню. И я вчера прикачала мешковину кармана. Вот так это выглядит. Так, здесь у меня подворачивается, видимо, от тяжести. Так, покажу вам поближе. Я ее отутюжила, но еще не обметала. Сейчас мне нужно проложить обметочную строчку. Да. И потом аккуратно притачать вот этот кармашек, чтобы не зацепить. Нужно его будет вот так отогнуть и положить строчку по боковому шву. Я думала, как же мне сделать лучше. Швы в заутюжку или в разутюжку. Я думаю, что я буду делать в заутюжку, потому что карман здесь плотный. У меня здесь идет отстрочка. И он сам постоянно будет отгибаться. Поэтому я скачаю швы вместе, обметаю и заутюжу на спинку. Вот как лежит мешковина, так и заутюжу. В общем, мне сейчас нужно обметать, и мы с вами стачаем боковые швы. А это значит, что нам останется обработать только горловину и низ. И наш сарафан будет готов. У меня даже есть ощущение, что я успею не за 3 дня, а за 2. Но мне нужно сделать сегодня большую часть, так как в 6 часов ко мне приедут. И мы договорились с женщиной, она привезет какие-то шубы, ей надо из 2 шуб сделать 2 жилетки. В общем, я ей сказала, нужно смотреть, что у вас там за шубы, какой они свежести. Но чувствую уже в годах. В общем, посмотрим, не буду забегать вперед. Так, что еще? Вчера вечером я ездила на Валберес, и пришло у меня, вернее, у брата поролон и кожезам. Мне нужно будет ему обтянуть вот такие доски. Вот такие доски. Он собирает какие-то мотоциклы. Вот у него там сиденье, спинки. Он попросил образец. Сейчас я вам покажу. Одно сиденье ему сделали на заводе, который шьет сиденье для автобусов. Вот такое сиденье. И мы заказали с ним кожу, потому что он не поехал, это в другом городе, ему надо тащиться, а он живет далеко. И мы заказали кожу. Вчера ее с дочерью скрутили и поролон. Так, что я хочу сказать. Кожа не похожа. В общем, кожа должна была быть максимально похожей, но видно, да? Здесь такая выработка, а здесь вообще не выработка. Но она плотная, мебельная, вот такая вот, прям очень хорошая. Мне Лиза сразу, мама, шей мне сумку большую с ручкой. Мы, кстати, когда вчера гуляли, купили сумку большую с ручкой. Но она была под замшем, я ее оставила себе, а она хочет что-то таскать книжки. В общем, девочки, если у меня получится обтянуть эти доски, их там 3,
и здесь останется кожа, здесь ее 2 метра, то мы с вами будем шить еще сумку. Поролон я тоже разложила, он определенной толщины, там все доски должны быть обтянуты по-разному. В общем, я, как видите, занимаюсь всем, так сказать. Мне это интересно, представляете? Мне интересно, у меня что, синдром СДВГ? Я хватаюсь за все. Ну ладно, посмотрим, что из этого получится. Если что, брат сказал, если уж не выйдет, так, что-то у меня очки упали. Если не выйдет, то мы съездим в другой город и закажем сиденье там. Ну ладно, посмотрим. А пока занимаемся с вами сарафаном. Нам нужно сегодня максимально сделать и уже приступать к блузке, потому что сегодня, напомню, 18 число. Ну а пока я пью кофеечек, всем желаю хорошего дня и приятного просмотра. Продолжаем смотреть и наслаждаться, как другие люди работают. Заколола один боковой шов и хочу показать, как буду прокладывать строчку. Строчку буду прокладывать от проймы до входа в карман. Здесь приостановлюсь для того, чтобы сам вход в карман вот с этой стороны отогнуть и проложить строчку, соединяя только спинку и подзор кармана. То есть я здесь карман максимально отогну, а здесь продолжу прокладывать строчку. Посмотрите, какая милота получилась. Кармашки готовы в швах. Они такие маленькие, милые. В общем, все готово. Так, покажу вам с изнаночки. Тут тоже все аккуратненько. Вот таким образом выглядит. Все ровненько, красивенько и аккуратненько. Так, что мы теперь делаем с вами? Мы теперь переходим к обтачкам. Центр обтачки передней я уже стачала. И что мы сейчас делаем? Мы стачаем с вами еще боковые срезы. Мы не будем трогать пока плечевые. Стачаем только боковые. Вот таким образом закалываем, прокладываем строчку на расстоянии 1 сантиметр, как у нас на боковых швах. После того мы шовчик разутюжим и обметаем. Наложила обтачку на сарафан лицевой стороной к лицевой стороне, вот таким образом. Так, здесь я поставила метки, не доходя до краев, 3 сантиметра. И буду прокладывать строчку таким образом. От молнии вот этой метки, потом отсюда до другой стороны плеча, от плеча до центра, от центра до плеча опять, ну вы поняли. Я обтачку к изделию. Так, что значит? Здесь я уголок, возьму иголочку, прострочила 2 раза, потому что мне нужно будет сделать здесь надсечку, не доходя примерно 1,5 миллиметра до уголка, и вывернуть. Так, как вам и сказала, пристрочила не до конца, ставила по 3 сантиметра. Так, первое, что мы с вами делаем, это мы выворачиваем уголок, где притачена молния. Вот так она у нас тут смотрится, чтобы проверить, сошлись ли у нас края молнии. Так, сейчас мы проверим с вами, как у нас там сходится. Прежде чем подрезать все, нужно сделать проверку. Возможно, нужно будет перестрочить. Смотрите, идеально. Подрезала все припуски. Так, покажу вам, как это смотрится. Вот от этих меточек. Здесь я оставила припуски по 1 сантиметру. Покажу вам поближе, надеюсь, видно. Так, и здесь я сделала надсечки. Вот. Так, смотрите, что мы с вами теперь делаем. Сейчас я расправлю свой сарафанчик, чтобы вам было видно и понятно. Мы, смотрите, что делаем. Мы с вами вот таким образом выворачиваем все на лицевую сторону. Каждую планочку вот эту вот мы выворачиваем таким образом, так как у нас все будет. Будет у нас с вами вот так. Так, здесь мы подтянем, отутюжим, и будет все отлично. Так, здесь мы тоже с вами выворачиваем. Все так, как у нас с вами будет, чтобы мы понимали, как дальше нам работать. А работать мы будем с вами, наверное, вы уже догадались, очень простым способом, как обработать цельнокроенной обтачкой вырезы на горловине и проймах. Так делается на летних платьях. Итак, вот у нас лежит с вами сарафан. Мы вывернули. И что мы делаем первое? Первое мы скалываем с вами, вот как лежит, обтачку. То есть мы скалываем ее вот так вот, как она лежит. Плечо. Так, где у меня булавки? Так, сейчас я вам просто показываю. Потом я все переколю. Так. И нам нужно стачать плечико на расстоянии 1 сантиметр. Вот таким образом, чтобы у нас все было вовнутрь. И вот сюда мы их вытаскиваем, чтобы у нас здесь были стаченные уже обтачки, а здесь вот не стаченное плечико. Вот так аккуратненько его закладываем, иголочками закалываем и прокладываем строчку спокойненько изнутри на расстоянии 1 сантиметр. Вот таким образом. Вот. И у нас получается тот же самый результат. И с лицевой стороны проложена строчка, и с изнаночной, и она у нас закрытая. Остаются только вот эти с боков дырочки. Прежде чем мы их закроем, нам нужно с вами разутюжить швы, надеюсь, видно, потому что ткань темная, разутюжить швы, срезать близко к строчке, и смотрите, что потом мы делаем. Мы вот так вытаскиваем, у нас уже будет здесь разутюжено, поправляем все, чтобы там нам не мешалось, и прокладываем здесь оставшуюся недостающую строчку. Начинаем, где мы ее закончили, и заканчиваем там, где мы ее начинали. С одной стороны, потом все это дружненько подвигаем туда, и с другой стороны мы тоже
вот здесь проложим строчку. Итак, друзья, время 11:00, и у меня, посмотрите, почти что готовый сарафанчик. Так, я притачала, закрыла все, значит, отверстия. Вот, пожалуйста. И вот смотрите, у меня наступил такой момент. Мне нужно привести в порядок вот эти обтачки, чтобы они не вываливались. И здесь два способа. Способ первый, значит, все припуски направить в сторону обтачки, отстрочить. Все отстрочить не получится, так как здесь, вот видите, не подлезть. Нужно будет отступить сколько-то определенных сантиметров, например, 5 от плеча, и здесь тоже 5, и отстрочить на припуске, отогнуть эту тяжесть и пришить вовнутрь. Вот сюда вот это все дело. И способ номер два. Просто выметать, то есть припуски стык-стык. Таким образом все прометать, отутюжить и положить отделочные закрепляющие строчки, которые будут держать и обтачку, и вот эти вот припуски, лохматые срезанные мои припуски. И что я думаю? Вообще, если рассуждать здраво, мама записывает видео. Можно закрыть дверь? Спасибо. То это сарафан для ребенка, который идет в первый класс, который придется постоянно стирать. И, конечно же, в стиральной машине, кто же его будет стирать постоянно на руках. Это не про нас, да, дочь? В общем, я думаю, я склоняюсь к тому, чтобы сделать отстрочки. Склоняюсь, но не уверена, потому что вот здесь идет отстрочка у нас, вы помните, по этому бачку. Так, я записываю видео. И я думаю, что будет смотреться не очень. Но зато будет очень-очень уместно, на мой взгляд. Классный сарафанчик получился. Останется подогнуть вниз. В общем, сейчас я отключаюсь, пойду попью кофеечку. Я уже, кстати, сбегала, позавтракала за это время. И подумаю, как же мне лучше поступить. Наверное, все-таки, девочки, отстрочу. Наверное. Хотя, мне кажется, если будет не отстрочено, сарафан будет выглядеть дороже, богаче. Но мы же не за этим как бы гонимся. Мы гонимся за практикой, чтобы было практично. Мне, по-моему, синий мне к лицу, да? Иди, я тебя привожу. Иди сюда. Иди сюда. Ребенок вообще не поменялся. Все такой же пушистый. Все такой же наряд. Так, вот. Так, все, иди, школьница. Ой, ладно, пойду подумаю. На природу выйду, там разгулялась погодка. Посмотрим. Погодку, попьем кофе. Очередное включение. Я отстрочила пройму и горловину. Получилось все отлично. Еще не завязывала ниточки и не утюжила. Вы, конечно же, думаете, что все готово. Я обещала включение сделать, когда сарафан будет готов. Но нет, Я решила еще поделиться с вами одним способом, который вспомнила. Думаю, что ж я буду подшивать низ вручную, когда я могу сделать это при помощи швейной машинки. Посмотрите, как я немножечко приутюжила низ. То есть он был вот так. Я вот так его отогнула и оставила здесь ширину оверлока. Сделаю я это на швейной машине при помощи потайного шва. Сейчас вам хочу показать, если у вас есть... Так, моргает, подождите, я выключу свет. Если у вас на машинке есть вот такая строчка, она у вас 100% есть, значит, вы можете сделать такой же шов. Смысл этого шва, когда вы отгибаете припуск, вот этот кончик будет цепляться за основное изделие, а вот этот уже стежок будет идти по припуску. То есть мы вот так отворачиваем припуск, он будет вот здесь идти основной стежок и вот так цепляться, идти и цепляться. Для этого я поставила лапку, у меня это лапка номер 5 с ограничителем. Но если у вас нет такой лапки, то вы тоже можете сшить, взять любую лапку с ограничителем или просто какую-то лапку. Только уже надо будет регулировать этот припуск, смотреть, чтобы он зацепился. На темных тканях не очень видно, но я вам сейчас покажу, как этот принцип работает. Приготовила кусочек светлой ткани. Представим, что это у нас подгибочка. Это лицо изделия. И мы делаем вот так. Раз, подгибочку на лицо. И здесь немножечко приутюживаем. Постараюсь показать. Так, двигаю камеру. И ставим так нашу лапку, чтобы вот этот вот ограничитель стал прям вот по сгибу. Так, как-то вот так вот. Видно вам или нет? Так, теперь ищем лапку. И что мы делаем? Мы просто строчим. Идем вот здесь на ограничителя. Почему я немножко приутюжила этот край? Потому что, когда ткань толстая и швы боковые, то она не всегда захватывает. Я, кстати, вот здесь вот немножечко сделала больше зигзаг. То есть, видите, у меня моргает какой в настройках машины и какой я сделала. Потому что моя ткань, я уже настроила строчку, на свой сарафан ткань более толстая, пухлая, в отличие вот от этого куска хлопка. Ну, посмотрим сейчас, как он сделает. Он, конечно, сделает сюда большой захват, как бы, и будет видно. Сейчас мы с вами прострочим. Надеюсь, нитка не закончится, и мне хватит подшить сарафан. Так, смотрим, что у нас получилось. Так, отодвигаем камеру и смотрим. Вот так у нас получилась строчка. И вот так она будет выглядеть с лица. Естественно, когда у вас ткань темная, а нитки в тон, то этих точек видно не будет. А так все, по-моему, прекрасно. И вот так вот здесь выглядит внутри. Надеюсь, вам все видно. И таким образом я сейчас подошью детский сарафанчик.
Ну, теперь иди назад. Ну, покружись. Как тебе сарафан удобно? Да. Комфортно? Ну, покружись еще. А сейчас я попробую, вдруг сунется телефон. Нет, он слишком огромный точно для этих Мам, карманов. вдруг он сунется? Нет. М. О, класс. Скоро школа. Ну, подойди поближе ко мне, я посмотрю, как смотрится сарафанчик. Ну, давай, давай ближе. Ближе. Покажи кармашки, где у тебя. Вот кармашки. Теперь иди назад. Молодец. Ну как, удобно в сарафанчике? Да. Ты готова Да. к учебе? Ну все, всем говори пока. Пока-пока. Что подписывались, ставили лайки, колокольчики. И увидимся. До свидания. Пока. Пока.